Привет, это я, Воронокин, и сегодня я расскажу тебе об одной из своих самых любимых игр. А называется эта игра Jet Set Radio! «Знал бы ты, как долго я собирался снимать этот ролик». Обложку я сделал еще в 2018 году, а сегодня, на секундочку, уже 2022. И знаешь что? За все эти 4 года игра ни капельки мне не надоела. Хоть я играю в нее не так часто, но раз в год-два я ее с удовольствием перепрохожу. Бесспорно, эта игра легенда. Данный шедевр вдохновил многих творческих людей, от игроделов до музыкантов и художников. А вот чем именно это чудо вдохновило и что из этого получилось, об этом далее и пойдет речь. Let's get scratching. События разворачиваются в азиатском городе Токио-Ту, или просто Токио. Больше всего здесь чтут свободу самовыражения путем рисования граффити и последнего ноу-хау – ролики на нейтринных батареях, которые придумали почти вчера. Все было бы просто замечательно, но всегда есть какие-то «но». И в данном случае это правительство Токио совместно с бизнес-конгломератом Рокаку, которые объявили борьбу с вандализмом местных банд, подрядили на зачистку улиц капитана местной полиции Анишима, а также дали ему в помощь весь полицейский и военный арсенал. Местные главы и бизнесмены настолько радикальны, что послали на борьбу с подростками на роликах танки и боевые вертолеты. Вы только вдумайтесь в это. Вот где вдохновлялся создатель игры Гульман с его боссом-вертолетом. Граффитчики на колесах помимо стычек с правительством умудряются еще и воевать между собой за территорию. И как вообще при таком раскладе они еще держатся на плаву? Все просто. У них есть информатор, ведущий подпольной радиостанции Jet Set Radio, известный под именем DJ Профессор Кей. Он не только держит в курсе всех событий, а также ставит просто роскошный саундтрек. И именно благодаря саундтреку я и узнал о существовании этого шедевра. Мой путь знакомства с игрой начинается в далеком 2015 году. Я только начинаю знакомиться с творчеством деятелей страны восходящего солнца, открываю для себя различные аниме и по совету своего товарища начал смотреть аниме Air Gear. Сюжет и атмосфера сериала настолько меня захватили, а музыка погружала в самый настоящий экстаз. Причем здесь аниме, возникает такой вопросик. Да при том, что аниме мне казалось таким атмосферным и целостным благодаря композициям некого Skane-Punk. Когда я закончил смотреть Air Gear, мне хотелось еще чего-то такого же драйвового и энергичного в плане звучания. И я начал искать. Вдруг данный музыкант сотворил что-то еще. И, о чудо, оказалось, Skane-Punk — это второй псевдоним одного известного композитора компании Sega Хидеки Наганума. Именно тогда я узнал, что Хидеки написал саундтрек к игре Jet Set Radio. Раз уж мое знакомство с игрой прошло через музыку, то и особенности игры начну описывать именно с этой очень важной ее части. Хидеки Наганума написал около половины треков, а полный трек-лист совокупности всех версий игры состоит аж из десятков композиций разных музыкальных направлений. Саундтрек Jet Set Radio включает в себя как оригинальные, так и лицензированные треки различных жанров, включая джей-поп, хип-хоп, фанк, электронную музыку, рок, эйси-джаз и трип-хоп. Приличное количество музыкантов и композиторов, среди которых отметились такие мастодонты, как Ричард Джак, Дэвид Соул, Биби Райтс, Роб Зомби и многие другие деятели, благодаря которым игра засияла новыми красками, а саундтрек вполне может звучать отдельно от игры и занять почетное место в списках композиций многих меломанов. Такое количество разнообразнейших композиций далеко не так часто встречалось в играх тех времен, а оригинальность саундтрека была отмечена многими игровыми критиками. Нам предстоит удирать от полиции, военного арсенала и местной мафии, одновременно с этим успевая выполнять трюки и рисовать граффити. В том числе догонять и закрашивать самих членов вражеских банд, закрашивать боссов за определенное время. А теперь чуть подробнее. Да, баллончики с краской здесь являются средством борьбы, как в плане творчества, чтобы выразить протест и бороться с системой, так и в физическом плане, чтобы расправляться с противниками. Сами баллончики — ресурс не бесконечный, их придется подбирать, катаясь по уровням для пополнения запасов персонажа. Помимо подбирания баллонов с краской, нам также предстоит подбирать аптечки, так как от падения и люлей в этой игре никто не застрахован. Можно выполнять челленджи на время, а также собирать души граффити. Так с любовью здесь называются коллекционные предметы.
За каждый такой предмет игра любезно вознаграждает наш игровой артбук новыми граффити, которые можно использовать в игре, и именно выбранные вами изображения вы сможете наносить на стены игрового мира. Играть мы начинаем за члена банды GG по имени Бит. Выполняя челленджи, на которые нас вызывает роллеры с фразой типа «можешь повторить», где и предстоит повторить проделанные соперником маршруты, либо выиграть его в гонке, ну или опередив соперника и первым затегать указанное место. И если игрок все-таки выполняет данные задания, то присоединяет к своей банде новых участников, которых, кстати, можно использовать в качестве основного игрового персонажа. Каждый член банды имеет свой размер здоровья, запас краски, который способен унести с собой за раз, ну и скиллы в граффити, разумеется, то есть скорость рисования. Присоединяя GG роллеров, коллекция граффити также пополняется новыми образцами. Рисуешь граффити, приумножаешь ряды своей банды, отвоевываешь территорию у вражеских группировок, дабы нарастить свою мощь и победить вселенское зло. Подобными идеями успешно пользовались Rockstar Games в GTA San Andreas. Ну или, по крайней мере, я заметил здесь некую схожесть. Графика в Jet Set Radio выполнена в стиле cel-shading, что придает картинке рисованный вид, словно ты погружен в комикс или мангу, а также позволяет игре выглядеть достойно спустя аж 20 с лишним лет после своего выхода. В 2000 же году это был прорыв, ведь Jet Set Radio — это первая в мире игра, которая полноценно использовала данную технологию. Сегодня этим никого не удивишь, но тем не менее данное графическое решение используется повсеместно во многих проектах, например, в Shin Megami Tensei, Team Fortress 2, серии Borderlands или в играх студии Telltale, а также в Street Fighter 4, Принц Персии 2008 года. Да та же самая League of Legends и GTA Chinatown Wars. Короче, список можно продолжать еще очень и очень долго. И на этом подразделение Sega, студия Smilebit, создавшая данный шедевр, не остановилась. Игроки имели в своем арсенале множество вариантов граффити, которые старательно создавались при участии таких художников, как легендарный графичик Эрик Хейс, а сам Инки внес огромнейший вклад в развитие стрит-арта. На момент создания игры возглавлял отдел креативного дизайна компании Sega и создал большую часть граффити для игры Jet Set Radio. Также могу отметить, что если кто-то не знал такого деятеля, как Инки, то примера ради сообщаю вам, что он сотрудничал со всемирно известным уличным художником Бэнкси, а Бэнкси уже знают многие. В игре было доступно более 100 различных граффити, а если этого было мало, то пользователям была дана возможность создать свое граффити во встроенном в игру графическом редакторе, чем-то напоминавшего программу Paint. С помощью сервиса SegaNet можно было делиться своим творчеством с друзьями. То есть, если можно так выразиться, SegaNet являлась одним из прародителей мастерской из Steam. Еще раз, все это ожидало игроков в 2000 году. Я просто в шоке. В переиздании игры на смартфонах вместо SegaNet добавили возможность рисования поверх своих фотографий и использовать получившееся творчество в качестве граффити в игре. Благо сейчас существует созданный фанатами софт, который позволяет использовать собственные изображения в качестве граффити в ПК-версии игры. Игра была одной из первых с большим открытым 3D-миром, причем не просто статичная 3D-карта, а мир был действительно живым. Ну, взять, к примеру, физику объектов. Ты прыгаешь на машину, и она пружинит, а толпа разбегается в стороны, когда игрок проезжает мимо, и многое другое. Основные претензии к игре сводятся к двум моментам. Это навигационная стрелка и управление. Иногда выделяют медленный темп, что персонажи едут медленно, и это крайне субъективное мнение, как по мне, поэтому и к полноценным недостаткам этого относить не стоит. Не всегда понятно, куда показывает стрелка и куда нужно идти. Тут, в общем-то, все понятно и все по делу. Действительно, работает это далеко не самым лучшим образом. А вот второй момент — это управление. И тут преданные фанаты утверждают, что к этому можно очень быстро привыкнуть. Но во многих обзорах можно заметить, что управление просто ужасно. Я отношу себя к фанатам и согласен с тем, что к управлению можно быстро приловчиться. А так как я являюсь фанатом, то не могу быть объективным на все 100%. Не могу простить игре вообще любые огрехи за то, какие эмоции, сколько вдохновения на творчество она дает. Но не все со мной согласны, и многие игровые критики занижали баллы в итоговой оценке к игре именно из-за ужасного управления. Так что стоит это иметь в виду.
Прежде чем переходить к следующей части обзора, хотелось бы рассказать про порты Jet Set Radio на других платформах и переиздание игры. Я намеренно пропускаю разницу в версиях игры, вышедших на Sega Dreamcast, так как эта информация будет актуальна либо для спидранеров, либо для владельцев Dreamcast, коих сейчас не так много. Отличия в версиях игр вы сможете прочитать в статье, ссылку на нее и на другие интересные обзоры оставлю на своем сайте в соответствующем разделе. Jet Set Radio переделывали под мобильные и портативные платформы. Всего было 2 ремейка. Первая под названием Typing Jet. Это игра, в которой игроки преодолевают препятствия и убегают от полиции, быстро вводя на телефоне различные символы. Typing Jet был выпущен для японских мобильных телефонов компании Sega 22 июня 2001 года, и на сегодняшний день игра утеряна. Осталось лишь несколько скриншотов от Хидеки Наганумы и один скриншот вырезка из японского журнала Доримага за 2002 год. Если вам что-то известно по данному ремейку, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Было бы очень интересно ознакомиться с любой информацией по теме. За ним последовал ремейк для Game Boy Advance, разработанный Visarius Visions и опубликованный THQ в Северной Америке 26 июня 2003 года и в Европе 20 февраля 2004 года. В игре используется движок игр Tony Hawk и изометрическая перспектива, а также имитируется затененная графика Cell Shading с некоторыми оригинальными этапами и сокращенными песнями. Игра была переделана под особенности консолей и во многом упрощена, но все-таки имеет свои плюсы. Например, более продвинутый редактор граффити, хоть он и позволяет рисовать граффити небольшого размера, и реализован многопользовательский режим, чего нет ни в одной официальной версии игры. Ремастер Jet Set Radio был выполнен и разработан компанией Bleedworks и вышел в 2012 году на многие актуальные платформы того времени: PlayStation 3, Xbox 360, Windows, PlayStation Vita, а также на смартфонах, включая iOS и Android. На данный момент поддержка ремастера прекратилась и ныне недоступна в Google Play на Android и в App Store на iOS. Тем не менее, пользователям операционной системы Android все еще могут запустить на своих устройствах данную игру. Да и на ПК игра все еще доступна. Более того, в 2016 году игра стала запускаться на платформе Xbox One в режиме обратной совместимости, а позднее игра подружилась и с Xbox Series X и Series S. По случаю выхода Jet Set Radio HD Sega организовала граффити-конкурс, в котором мог принять участие любой желающий. Лучшие граффити участников были добавлены в игру, а всего было выбрано 13 работ, 5 из которых были большого размера, а 8 маленького размера. Ремастер был лишен возможности делиться своими граффити, как это было на Dreamcast, а также лишился 3 музыкальных композиций: Danny Boy Williamson Show, Yappy Feet и Many Styles. Но появилась поддержка широкоформатных экранов с большим разрешением, подтянули текстуры, улучшили управление, появилась онлайн-таблица лидеров и система достижений. В саундтрек были включены композиции североамериканской, европейской и японской версий игр и включает бонусные треки из своего продолжения Jet Set Radio Future. Следующая часть серии вышла в 2004 году на платформе Xbox. И в этот раз Sega наступила на те же грабли, выпустив игру эксклюзивно на не самую популярную платформу, продажи которой могли ожидать лучшего, что, в общем-то, и сказалось на продвижении Jet Set Radio Future. Игра даже получила звание самой несправедливо проигнорированной игры в OXM UK Awards в год ее выпуска. И никакие высокие оценки критиков не спасли положение дел, хоть игру и называли одной из самых лучших игр в мире, и я не шучу. Так об игре отзывались в свое время игровые журналисты IGN. И я с ними полностью согласен. Игра получилась чуть ли не лучшим представителем своего жанра и заслужила законное место в сердечках каждого фаната серии Jet Set Radio. Геймплей, по сути, остался прежним. Нужно кататься на роликах, рисовать граффити и побеждать всех негодяйских негодяев. Но процесс игры улучшили в разы. Убрали таймер, навигацию сделали более понятной, а управление стало на порядок удобнее. Также добавили трюки на роликах из реальной жизни, например, Power Slide. Локации стали больше, а игра получилась еще более динамичной, чем первая часть.
Геймплей также стал проще и, как по мне, также добавил динамики. Рисование граффити происходит сразу же по нажатию кнопки. То есть убрали QTE скрипт, где надо было подойти к маркеру, затем запускался скрипт, и нужно было нажимать кнопки в определенной последовательности. Выйти из данного режима рисования можно было только из-за атаки противника или нехватки краски, ну и также закончив рисовать граффити до конца. В Jet Set Radio Future сделано куда проще, и игра от этого ничего не потеряла, а даже наоборот, стала еще лучше. Появился режим ускорения, активировать который мы можем, собрав 10 баллончиков с краской. По сути, режим ускорения очень похож на нитро-ускорение из Need for Speed. С его помощью можно не только нехило так ускориться, но и сбивать врагов, вводя их в состояние оглушения на несколько секунд. По сути, Sega сделала переосмысление на первую часть, улучшила и исправила все, что можно было улучшить и исправить. Перед вами эталонный сиквел игровой серии. Игра начинается за персонажа по имени Йо, новичка из банды GG. Наша уличная банда вновь борется за контроль над улицами против конкурирующих банд, а также крупной и могущественной корпорации, известной как Рокаку Групп, во главе с Годзи Рокаку. Группа Рокаку пытается силой захватить контроль над Токио и превратить его в тоталитарное полицейское государство. Важно! Сюжет по своей концепции схож с первой игрой серии, вот только сюжетным продолжением Future назвать нельзя. Ведущий художник-дизайнер Рюта Уэда и композитор Хидеки Наганума заявили, что хотя многие персонажи выглядят похожими на персонажей Jet Set Radio, история Jet Set Radio Future разворачивается, цитирую, с другими персонажами, в другом мире, в другой временной шкале. Об этом и свидетельствует тот факт, что игровые персонажи никогда не встречались до начала событий Jet Set Radio Future. Цветовая гамма стала более спокойной, мне она понравилась, но яркие краски из первой части привлекали меня куда больше. И данный пункт единственным можно отнести к недостаткам, да и то с большой натяжкой, так как цвета выглядят гармонично и хорошо отражают происходящее в игре, что создает свою уникальную атмосферу. Графику, к слову, тоже подтянули. В Jet Set Radio Future значительно прокачали редактор, с помощью которого можно было создавать собственные граффити. Что касается галерей граффити, добавленных художниками в игру, в отличие от первой части, где было 3 размера граффити, в Jet Set Radio Future существует 5 размеров. Это SS, S, M, L и XL соответственно. Самих граффити также значительно прибавилось в игре. Фанаты с сайта jetsetradio.phantom.com насчитали аж 140 различных изображений, и данный список, возможно, является неполным. Благослови Господь композиторов невероятного саундтрека Jet Set Radio Future за появление моего любимого альбома музыки из видеоигр и одного из моих самых любимых треков, авторства Ричард Жак «What About the Future». Саундтрек включает в себя 31 композицию и содержит в себе как множество оригинальных композиций, так и ремиксы песен из первой части. Благодарю от всего сердца Хидеки Наганума, Ричарда Жака, The Large Brothers, Guitar Vader и многих других музыкантов за то аудиальное разнообразие, которыми они нас порадовали. До сих пор по телу идут приятные мурашки при прослушивании. Несколько треков из Jet Set Radio Future позже были включены в игру Sonic and Sega All Stars Racing, которая вышла в 2010 году. Что тут можно еще сказать? Это просто надо услышать. Так что вперед знакомиться с Jet Set Radio Future. Можно запустить игру на оригинальном Xbox или на Xbox 360 в режиме обратной совместимости, либо воспользоваться эмуляторами CXBX или XEMU. Лично я запускал игру через CXBX, ссылку на эмулятор, а также множество интересных материалов по игре оставлено в текстовом обзоре игры на своем сайте nikonоров.ru. Игровая серия настолько плотно засела в умах фанатов, как эталон мотивации к творчеству, что игроки так замотивировались и столько всего натворили, что мне трудно будет поместить все многообразие в данный обзор. От идей геймдизайна и фанатской музыки до активных сообществ и сайтов от фанатов. Отдельно обращаюсь к собратьям-фанатам. В данном обзоре я затрону лишь немногий пласт творчества и расскажу о тех проектах, что больше всего меня зацепили. И если вы считаете, что я что-то пропустил или с чем-то не знаком, то смело пишите об этом в комментариях.
Начну, наверное, с главного вещательного проекта сайта Jet Set Radio Live. Данный проект, так же как и в игре, представляет собой радиостанцию, транслирующую отличную музыку. На сайте имеется несколько музыкальных разделов, включая саундтреки из оригинальной серии игр, крутые тематические музыкальные разделы, например, Lo-Fi, музыку от фанатов и саундтреки из игр, которые являются идейным продолжением Jet Set Radio. Сайт имеет в арсенале не только музыку, а много чего еще. Видеораздел Jet Set Radio Live TV, аналог ТикТока на тематику Jet Set Radio, или стену граффити, где каждый желающий сможет разместить граффити из игры или вставить ссылку на свое собственное творчество. Ну и напоследок это онлайн-чат, где фанаты могут общаться друг с другом. Многие фанаты уже слышали об играх инди-разработчиков, таких как Hover Revolt of Gamers, Lethal League или Butterflies, а также о грядущих Bomb Rush Cyberpunk и Free Jack Online. Рассказывать о каждой я не буду, обзоров в принципе в интернете хватает, и информации по данным проектам в том числе. Все ссылки опять же оставлю в своем текстовом обзоре. Скажу лишь, что все эти игры мне очень нравятся, так как их объединяет идея Jet Set Radio. А к написанию саундтреков некоторых из них приложил руку сам Хидеки Наганума. В остальных же случаях музыка, созданная фанатами, тоже не подкачала. Остановиться чуть подробнее я бы хотел на проекте Jet Set Radio Future Multiplayer, созданный фанатом под ником Screen Racer на движке Unity. Проект представляет собой этакий ремейк игры Jet Set Radio Future на ПК, основная часть которого лежит в онлайн-режиме. Да, пускай все карты уровней перенесены не на 100%, но выглядит все очень схоже. Перенесены все 24 персонажа и их анимация, а также перенесены некоторые персонажи из первой части. Скопированы также игровые механики из оригинала. Ощущается все точно так же, как и оригинальная игра. Музыка осталась из оригинальной игры. Плюс добавили некоторые фанатские композиции, например, альбом Vera FX для неанонсированной части Jet Set Radio Revolution. Добавлена кастомизация персонажей из своего гаража, а также новые игровые механики и режимы. А вот сюжетная часть отсутствует, но тем не менее присутствуют интересные миссии в офлайн свободном режиме. Проект бесплатный и находится в альфа-тестировании. Обновления выходят не так часто, так как игру делает всего один человек в свободное время. Но тем не менее, проект все еще живой. Также имеется активный Discord-сервер проекта. Творчество фанатов игры включает тысячи фанартов по Jet Set Radio, спидран комьюнити, а также моддинг. Больше всего модов создается под Jet Set Radio Future, даже имеется свой менеджер модов, который работает как платформа для просмотра, обмена, загрузки и управления модами. В русскоязычном сегменте интернета в том числе присутствуют активные сообщества, посвященные игровой серии. И скажу пару слов о каждом активном сообществе, которое мне известно. Постраничная радиостанция Jet Set Radio – это фандом с мемами по вселенной. Jetting – это паблик, где выкладываются красивые арты, новости по фанатским проектам и множество контента по Jet Set Radio. Когда-то закидывал им в предложку пару постов, а сейчас благодаря данному паблику узнал о следующем сообществе. Русская локализация Jet Set Radio Future. Название паблика говорит само за себя. Люди делают переводы Jet Set Radio Future, и он почти закончен. А что самое прекрасное в и без того прекрасном проекте, это то, что в перевод добавляют удаленные из американской и европейской версии реплики персонажей, те реплики, что присутствовали в японской версии игры. Отдельно хочется поблагодарить паблик Mashup за челлендж по созданию мэшапов по тематике Jet Set Radio, Jet Mesh Radio. Особенно организатора всего мероприятия Шон Грин. Лучи добра тебя и благодарю за продвижение Jet Set Radio в массы. Сет из десятков мэшапов вышел настолько эпичным, что даже какое-то время красовался в качестве отдельной радиостанции на портале Jet Set Radio Live. А в том же паблике еще неоднократно выходили мэшапы по Jet Set Radio тематике. Позднее даже вышла модификация, добавляющая сборник мэшапов в первую часть игры. Хочу также отметить неанонсированный проект Jet Set Radio Evolution или Jet Set Radio Evo, концепт-трейлер которого компания Dinosaur Games пыталась пропихнуть в компанию Sega, жаль, что безуспешно. Об этом концепте вспомнили и фанаты во время 20-летия выхода Jet Set Radio под предводительством зарубежного блогера Сильва Ганнер. Он организовал стрим с сетом творчества фанатов, включающий мэшапы и оригинальные композиции, в том числе и наших соотечественников.
В данном обзоре я затронул далеко не все аспекты игр серии Jet Set Radio и всего лишь малую часть творчества фанатов. Цель данного видео была в том, чтобы показать, как с любовью сделанное дело может вдохновлять на творчество, и какие плоды данное творчество приносит спустя более 20 лет. Делитесь в комментариях вашими находками по играм серии, а также пишите, что вдохновило именно вас. И под конец обзора мне хотелось бы вернуться к Jet Set Radio Future. Действие игры происходит в 2024 году, что напоминает нам о том, что и в нашей жизни скоро наступит будущее. Игровая серия Jet Set Radio двигает идеи о свободе самовыражения, о важности творчества и, самое главное, как завещал смешной и невозмутимый Хидеки Наганума, и наше будущее будет в полном порядке. Живите по сердцу.